Привет, рад приветствовать тебя у себя на канале. Сегодня будет полное прохождение на СВД Рысь. Доступен этот квест только за бандитов. А перед началом хотел бы показать победителей предыдущего розыгрыша. За первое место было 300к. За второе 200к. За третье 100к. А условия следующего розыгрыша на 1 000 000 валюты будут в конце ролика. Пока у нас тут жарится какой-то рагу, не забудь подписаться, поставить лайк и колокольчик. А мы начинаем. Начинается это квест у НПС Магнат в баре. Но прежде чем он у вас появится, нужно пройти 2 цепочки квестов у других НПС. Начать я рекомендую с Рубаки. Он находится на Фотоне 2. Разговариваем с ним, и он дает задание пострелять собачек, а также принести их хвосты. В очередной раз кому-то нужны хвосты собак. Впрочем, ничего нового. Стреляем собачек, фармим хвосты. Ну или можно купить на аукционе, кому лень. Следующее его задание будет пострелять кабанчиков, так же как и собак. Кому лень, копыта можете купить на аукционе. Потрошим кренделей. Выполняем задачу и возвращаемся к Рубаке. Разговариваем, и далее нам нужно будет на свалку к старьевщику. По дороге убиваем 2 бедолаг. Double kill. И продолжаем наше продвижение. Здорово. Разговариваем с шизоидом, и он готов взять сюда нашего повара Рубаку. Наше следующее задание будет достать клок шерсти и корень-вонючку. Проблем с этим быть не должно, просто постреляйте мутантов. Приносим Рубаке это добро. После этого нашей последней задачей будет убить 8 тушканчиков. Проблем с этим также не должно быть вообще никаких. Поэтому после выполнения этой задачи возвращаемся к Рубаке. У нас есть выбор, есть его кулинарное дерьмо или нет. Этот диалог ни на что не влияет. На этом заканчивается наше дело с этим персонажем, но мы с ним еще увидимся. Следующий НПС, мертвец, у которого мы должны взять квест, находится здесь на агропроме. Обыскиваем его, находим кейс, который нужно отнести Сиплому. Айда, в этом квесте, да и вообще во всех квестах по пути к СВД Рысь нужно будет очень много бегать. Сиплый же в свою очередь находится здесь. Прибегаем, отдаем кейс, разговариваем. После чего он отправит нас найти связного. Прибегаем к связному здесь. Теперь мы должны наполнить канистру бензином. Сложностей нет, просто бегаем по меткам и выкачиваем бензин. Бегаем себе мирно, и тут случается такая история. Откуда? Неизвестно. О, привет! Карма не заставила себя долго ждать. Ликвидируем бедолагу. Слили бензин, и возвращаемся к связному, отдаем ему канистру. Теперь нам нужно будет найти глюка. Находим глюка и возвращаемся к связному. Но, на, ин, ед, г, л, от, глюка. Теперь у нас открыт путь к Чеширу, который сыграет еще свою роль в конце задания на Рысь. Попали мы к нему на базу, но и тут встречают нас весьма интеллектуальные названия и НПС. Но если есть, значит нужно, мы вопросы не задаем. Встречаем мы тут таких персонажей, как Лазер, очень мощный, наверное. Перегар, вчерашний. Док, хот-дог. Везунчик оправдывает свое имя, Утипули Гаусс. Какой-то техник комбат. Почему-то подумал о комбат-логе в Расте. В здании присутствует могила, впрочем, это же зона, нечего удивляться таким именам. Ну дальше имена не перестают нарадовать. Газон.
Причем, похоже, американский. Фугас — прекрасное имя, ассоциируется с этим. Ну, корень — это само собой. Нужно же сплести всех этих НПС корнями, чтобы они никуда не сбежали. Только вот почему-то он похож на Гэндальфа Белого. А вот и корсарчик приехал. У меня у самого еще с 2012 года корсары остались. Гапак, 0, бритва. Гениальнейшие личности. Просачиваемся внутрь пещеры и далее нас не перестают удивлять. Встречает нас торговец-вирус, похоже, Троян. Какой-то бездомный безымянный парнишка. Горн, ну этот. Или этот. Ну и последний второстепенный персонаж — это Дикий, дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Я не удивлен. После знакомства с этими прекрасными персонажами, разговариваем с Чешером. После чего возвращаемся к Сиплому. И нашей задачей становится принести срачники, с обычными нет проблемы. А полыхающие я купил на Ауке, ибо лень их выбивать. Приносим это добро Чешеру. И что опять? Конечно, бежим назад к Сиплому. А я предупреждал, что будет много беготни. Говорим с Сиплом, говорим, что все порешали, все, чики. В награду он дает нам Леопольда. И если вы думаете, что на этом заканчивается данная линейка, как вы ошибаетесь. Да ты заебал. Примерно через 1 час реального времени Сиплый скажет прийти к нему. Приходим, говорим: привет, ты заебал, что тебе нужно? Он же говорит, что нас к себе вызвал Чешер. Топаем к нему и разговариваем. Выходя из пещеры, я дал деньги могиле, а то и так заебался тут бегать. Теперь нам нужно повыполнять квесты многих их тех замечательных персонажей классными именами. Но перед этим лично я сначала забежал к Сиплому, но это можно сделать и позже. В общем, квесты я брал у Лазера, Дога, Фугаса. Ну, кто бы сомневался, что нужно на кордон на свалку. Опять наяривать 100 километров. В общем, выполняем все их никчемные поручения и бежим к Чешеру. Если у вас все получилось, то у него должна появиться вот эта реплика. Ее и нажимаем. Поздравляю, вы закончили цепочку Чешера. Наконец-то! Теперь можно и перейти к мейн-квесту. Кстати, с дичью теперь можно будет сыграть в очко, а торговец начнет продавать всякий мусор. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ладно, выдвигаемся в бар. Готовы бегать дальше. Вы готовы, дети? Разговариваем с магнатом. Он отправит нас к монете в яму. Он будет находиться здесь. Очередной король подземелья, или в простонародье Dungeon Master. этот монета мне кое-кого напоминает. Ставь видео на паузу и напиши свои догадки в комментарии. А я продолжаю. Мафиозник. Здесь я рекомендую читать все диалоги, потому что тут присутствует вариативность. Наша задача по его заданиях будет обмануть как можно больше людей. Естественно. Если не хотите запариваться с этим, то просто повторяйте все диалоги, которые выбираю я. Итак, приходим к монете и разговариваем, после чего нам нужно опять бар. Разговариваем с этим воякой и выбираем каждый раз вторую реплику, как это делаю я. Мафиозник. После чего бежим к докладу к монете. Разговариваем и выбираем вариант там, где опыт хорошо.
После чего берем у него следующие задания. Вообще похую. Нам нужно на свалку к НПС Каба. Прибегаем и получаем у него следующие задания. Найти Игги. Находится он здесь. Обыскиваем бедолаг и возвращаемся к Абе. Повторяем диалог за мной, а в конце выбор делайте сами. Я выбрал пистолет. Теперь возвращаемся к монете. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Говорим, что нас не устраивает награда, после чего получаем новый квест. Теперь нам нужно на свалку к НПС Рубака. Говно, блядь. Заебало. 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 Как я и говорил раньше, что мы его еще увидим. Покупаем у него любой деликатес на выбор, после чего с ним нужно прийти на Фотон 2. Ставь лайк, если заебался бегать по этому квесту. Теперь нам нужно продать эту штуку НПС Турист. Выбираем такие диалоги, как у меня, а няня. Коля, тут так мало. После чего возвращаемся к монете и говорим ему, что получили с него 15 тысяч. Следующее задание будет на пути дураков. A few moments later. Прибегаем к НПС Бандана и выбираем такие диалоги. В конце говорим «докинь еще сверху» и разойдемся. Сильное заявление. После чего докладываем монете и выбираем у него такие диалоги. А теперь получаем худшие задания, которые было тут для меня. Нам нужно просто копать прикопы, все бы ничего. Да вот только я не знаю, сколько откопал уже, а мне не падает соленоид. Как же я люблю рандом данной игры. Many months later. Ну нахер. Я принял стратегическое решение пойти в мертвый город и там порыть прикопы, после чего благополучно нашел соленоид. Возвращаемся к монете и отдаем ему это барахло, после чего он отправит нас в бар. Нам нужно будет продать детектор. Выбирайте такие диалоги, как у меня. После завершения этой сделки бежим обратно к монете. По пути делаем голос. О, повезло. И пишем, что вернем пак, если выживем. По возвращению в данжен мафиозный. Наблюдаем местных захватчиков. Ликвидируем этих бомжей. И говорим с монетой. Теперь в игру вступает тот самый Чешир, к которому мы спешно бежим. Просим его поставить защиту монете и все. Возвращаемся к монете и он дает нам СВД рысь. Поздравляю всех с прохождением этого квеста. Если вы также заебались его проходить, ставьте лайк. Да, чуть не забыл отдать пап. Пишем такое описание, как бы отыгрывая роль по нику. Ну а вообще пишите в комментарии, кто делал этот квест, и как он вам. Лично я считаю, что пушка бесполезна, но возможно новичкам подойдет. Как по мне, легче сделать квест на монолитовский сик. У меня, кстати, есть ролик по его прохождению, подсказка будет сейчас в правом верхнем углу. Ну и остался розыгрыш на 1 000 000 валют и розыгрыш только для Йоу. За первое место будет 450 тысяч. За второе 350 тысяч. За третье 200 тысяч. Условия как и раньше: лайк, подписка и комментарии с вашим ником в игре. Итоги я озвучу 15 февраля 2024 года. А на данной ноте у меня все. Всем спасибо за просмотр.